Вот такой обалденный традиционный английский десерт я сегодня сделал. Рубаб крамбл. Или крамбл с ревеня и белый кисель. Выглядит аппетитно, но это обалденно вкусно. А если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня займемся приготовлением десерта. Здесь в Англии очень часто и очень популярно есть фруктовый крамбл. Apple crumble или rhubarb crumble. Это как пирог, но сверху засыпается песочной стружкой мука, сахар, вот такое все. Это обалденно вкусно, подается с белым киселем или со взбитыми сливками. Сегодня я займусь приготовлением рубаб крамбл или крамбл, сделанный с ревеня или рабарбара. Стружка, то есть чем я засыпать буду, у меня уже здесь готовое такое у нас продается, но в состав этой смеси заходит и мука, и сахар, немножко дрожжей, вот такая стружка есть. То, что мне, сам этот десерт я очень люблю, но никогда я сам не делал, только видел, как в ресторане делают, когда я работал когда-то в ресторане. Так что время терять, пойдемте я покажу, что я как буду делать. Может быть, я идею подкину то же самое. В первую очередь, что нам надо сделать, протушить ревень или рабарбар. Ревень рабарбар я уже вымыл, здесь примерно, и уже очистил, но мы сейчас порежем на маленькие кубики, вот так. И все отправляем сюда в кастрюлю. Рабарбар или ревень, он сам по себе очень кислый, так что нам, когда будем сейчас тушить, мы добавим туда побольше сахара. Тушить будем по времени до приготовления рабарбара этого, ревеня. Так, все это сейчас льем в кастрюлю. Так, сюда добавлю немножко водички. Так, засыпаем сахаром. И отправляем готовиться до полного приготовления ревеня. Итак, ревень у меня протушился, посмотрите, она готовится очень быстро, но в то же время у меня духовка включена на 180 градусов, потому что будет выпекаться 170 градусов 25 минут. Я пользуюсь инструкцией. Так, теперь мы все это переливаем в эту посудину. Так. Распределим. И содержимое этого пакета мы сейчас посыпем сверху. Так. И второй пакет же. И так пойдет выпекаться на 170 градусов 25 минут. Итак, к нашему сладкому блюду с рабарбаром мы сделаем белый кисель, но с привкусом ананаса. Вот такой у меня готовый уже кисель есть. Это пакистанское производство. Делается легко, очень вкусно и очень, я думаю, что хорошо пойдет с тем горячим пирогом с рабарбара. Итак, сюда мы зальем немножко воды. Итак, залили немножко воды. Примерно до половины молока. Так. Сахар добавляю по вкусу.
И отправляем это на плитку. И помешиваем, чтобы не пригорало. А тем временем я возьму этот порошок, разведем с молоком тоже наготове, чтобы было. Еще чуть-чуть. Так, добавим сюда сахарочка тоже. Зальем молоком. Перемешаем как следует. И как у нас молоко закипит, мы добавим тут молоко 5 минут, и у нас кисель готовый. Вот и все. Крахмал растворился с молоком. Теперь мы оставим и ждем, как у нас молоко закипит. Итак, молоко у меня закипело, я поставил на маленький газ. И теперь постепенно мы выливаем смесь нашего крахмала, киселя. Сейчас это закипит, пару минут покипит, и на этом у нас кисель готовый. Постоянно помешивайте, чтобы ничего не подгорало. Вот и все. Выключаем газ, кисель у нас готовый. Одна часть сладкого блюда у нас готова. Теперь пускай остывает. Вот такой крамбл у меня вышел с духовки. Выпекался по инструкции 170 градусов 25 минут. И теперь я сейчас положу красиво на тарелочку. Но еще очень все горячо здесь. Так. Залью белым киселем. И вот так можно подавать. И такой финальный результат. Как я вам сказал, можно подавать с белым киселем. Но у меня кисель белый с привкусом ананаса, уже полуфабрикат использовал. Или если этого нет, то можно подавать просто со взбитыми сливками. Это будет обалденно вкусно. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно сделать на десерт. И этот десерт я прибавлю к свой плейлист десертов, сладких блюд. Это английское традиционное блюдо. Делается с фруктами. В основном они часто делают это на яблоках или на ревне, рубаб или рабарбар. И подается с белым киселем, кастард. Это обалденно вкусно. Но если у вас белого киселя нет, или если вы кисель не любите, то можно подавать со взбитыми сливками, будет тоже обалденно вкусно. А на этой сладкой ноте хотел с вами попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.